В общем, Антон хочет с нами пробежать. Я немножко, кажется, переоценил свои возможности. Наиграл он. Ну, у нас другая база была раньше. Не думал, что все вот так все перевернется. Не, здесь закрыто. У нас приключение настоящее. Молоток видите, давай. Там Абдуманап Магомедович садился. Именно вот здесь, короче, все это зарождалось. Хорош, ай, Руламбек, ай, Руламбек. Не в ту сторону идет. Я не опоздал, задержался чуть сильно. Решил немного побольше поспать. Мы находимся в селении Сильди, у подножия. Такую базу нам построил Хабиб. Все условия созданы. В общем, работаем дальше, готовимся. Салам алейкум. Разговоры оставили, давай рассчитайтесь. 30, 31, 33, 34, 35. Усман, где? Горло болит? Да, до асфальта спускаемся. Первый раз сюда попал в 2007 году. У нас другая база была раньше. Меня тренер покойный Абдуманап Магомедович забрал. С тех пор каждый год мы приезжаем сюда, готовимся к своим предстоящим боям. Посмотрим, что скоро вызовем. В общем, Антон хочет с нами пробежать, но я думаю, через 1 километр он уже язык выкинет. Смертельный номер. Все Да. для контента. В прошлый раз меня почти Ислам Махачев утопил. В этот раз... Мне сказали, что не отложку, если что, вызовут. Но долго, наверное, ехать будет сюда. Но смертельный номер. Сейчас попробую с дагестанскими братьями, с Здесь Абубакаром. помогите, эти вещи твои не пройдут. Остальные речки, не на стороне горы. Давай, начали. Ну что, Антон, Нормально всё. пока держишься, Пока, да? Сколько? Метров 100 пробежали. да? Да, чуть больше. Тагир, мне кажется, ты устал, не? Сейчас скоро мы узнаем, кто устал. А что ты не впереди бежишь колонны? Задачи нету сегодня. Впереди бежать. Задача просто добежать. Просто выжить. Это у меня такая задача, просто добежать. Это сейчас они остановятся, это половина. Мы только начали бежать. Антон все исчез. Но он держался нормально. Да. Минут 15 держался. Потом исчез. Ты же меня заберешь? Да, я за тобой приеду. Еще 25 минут бежать. Это молодежь. Я немножко, кажется, переоценил свои возможности. Но я бегу, я не последний. Конечно, конечно. До машины. Все. Ну, все, меня можно на 2-3 года в Дагестан теперь, в принципе, отправлять, мне кажется, уже. Ну, я не последний, я... Конечно, не последний, там дижи есть. Вау. В какой-то момент, знаешь, я бегу и думаю, сейчас я заверну за эту гору и все там. А я заворачиваю, и там просто вот такой еще подъем вверх, еще просто там на 2 километра. Я такой, господи, когда это закончится? Тагир, может, по асфальту наверх дашь? Наверх? Сейчас оттуда добегу и обратно буду бежать. В горах вырабатывается выносливость, сила прибавляется. Тренер наш всегда любил, летом забирал нас сюда, и 3 месяца летние каникулы мы проводили здесь, в горах. 6,5, давай наверх дай.
Ага. Следующей неделе я отдыхать буду. Ты чё? Ну я на половине до половины держался, но я не самый последний пробежал. Да и- Пойдем сейчас дальше здесь обсудим. С той стороны садись. Давай. А что ты 1,50 минут бегал? Ну, не Никто знаю. больше не тянет? Тренера так решили. Кто все дерется, им больше надо бегать. Не, ну я в какой-то момент... Ну я отстал где-то на половине, мне кажется. Тебе просто кажется, наверное. Ты отстал, через 15 минут мы пробежали, ты уже сказал, я все. Что сегодня по плану еще вообще? Сейчас придем, отдохнем, обед сделаем. И у нас парилка, восстановительные процедуры, короче. Обычно в среду чуть отдых бывает, но в эту среду тоже по заказу старшего брата пришлось им нагрузку давать. Да. Хабиба? Угу. Я видел, как он там. Он в понедельник нас нагрузил жестко. И За что он ругался-то? Я видел, что... это, короче, он меня назначил старшим над дежурными. Он что, я уже с 2007 года это завхоз. Эти дежурные, оказывается, опоздали там 8 часов, они должны были быть в этом столовой, накрыть ребятам стол, чтобы, ну там, чтобы бардак не получался, ребята садятся и дежурные приносят им там кашу, ну что есть, да, еду. И оказывается, они опоздали там на полчаса, а я спал. И Хабиб меня начал ругать, потому что ты, говорит, старший, почему, говорит, они не были там и так далее. И меня отругал, я тоже их наказал потом. 3 дня, короче, они подряд дежурили. Пока после этого никаких происшествий нет. Нормально все. Все спокойно, да? Да, без своих, чтобы чужие боялись. Вот это, короче, получилось. Сейчас у нас мы доработаем там турник, гуся, качку сделаем. Ну, я чувствую, что я могу завоевать пояс. Я очень тяжело готовился, трудился. Я уже 18 лет в этом спорте. И у меня есть желание, и я знаю, я чувствую, что могу забрать пояс. Ну, у меня есть все, отличная команда, лучшие тренера. Я ментально, я считаю, что лучше и готов к этому. Сейчас мы идем уже на обед. Здесь все готово. Вот. Дежурный, на месте, да? Дежурный на месте? Кевара тут напарник. Напарник где? Все нормально. Что, можно? Садись. Сейчас дежурный принесут нам кушать, все. Резван, сюда кушать. Пожалуйста. Завтра дежурят Ахмедик и рядом с тобой, который Халя. Вы вдвоем завтра, не сегодня, завтра. Ты и Ахмед. Так и работаем. Послезавтра наш дорогой брат Антон будет дежурить. Теперь мы покушаем. Теперь мы покушаем спокойненько, без камер, пожалуйста. Можно, да? Что? Тагир, что происходит? Мы тут слышали, что парная по расписанию, В но... общем, парилка, походу, отменяется. Не отменяется, но света нету, да, не знаю, когда это свет придет. Тут часто вообще так бывает, что... Да, в горах здесь часто свет ходит. Вот, света нету, поэтому решили сюда в соседнее село поехать, Агвали. Кофе попить. А там кофейня, что ли, прям просто... Да, конечно, Мне сложно вериться, что в горах здесь в каждом селе кофейня есть. покажешь. Приглашаю вас садиться в автомобиль. Молодого туша заберем с собой. Это вообще его идея была. А где ты говорил, у вас была другая база? Вот можешь тоже про нее немножко Другая база, рассказать? она находится, вот сейчас мы едем в село Агвали. От этого села минут 30, наверное, надо подниматься. Та база, на которой мы 2007 по 2018-2019 год проводили сборы.
И там, знаешь, там таких условий, как вот сейчас здесь не было. Если успеем, мы можем туда тоже подняться. Интересно, да. Честно говоря, там, не знаю, ключи, что, где, закрыто, может, там быть. Шаг. Что будешь, Антон? Да, обычный латте. Латте один. Латте один. Мгм. Раф, лесной орех. Ну, здесь горки, я только горки сейчас на горке пересылаю. Ты в шашки играешь? В шахматы? Я не умею, кстати. Но я плохо в шашки играю. Чашка? Калю, что чашка Шашки хаши град. Один латте. Давай. Давай зарубимся. Ну, хорошо играет, мне кажется. Тут уже ставки. Алейкум салам, рахматуллах. Как здоровье? Ничего, тихо. Все даешь. А играл он? Скажите, да, я вас хочу угостить. Давайте, да, пожалуйста. Какой кофе будет? Я колбрю. Cold brew. Один cold brew, еще один запишите. Аминь. Да, Хуштаде давно не был, наверное, таких, да? Да, мы сейчас хотим Хуштаду подняться. Серьезно? Ну, лагерь. Надо. Конечно, надо. Ностальгия же есть, наверное. Да. Как она называется, этот лагерь сейчас? Горные Горные вершины. Сейчас, короче, мы поедем туда наверх. Видишь, вот это, где снег, зелень. В ту сторону, короче, будем направляться. Это место, вот, где наша старая база находилась. Туда поедем. Каждый раз, когда я выхожу к клетке, я знаю, я сам себе говорю, что тяжелее и лучше этих ребят меня никто не будет бить. И вот так себя мотивирую. Меня может человек обыграть, там, мой соперник физически. Когда дело дойдет, там, показать характер, дух, это меня там никто не обыграет. Ну, за мою всю карьеру не было такого боя, чтобы я там духом или характером, ну, слабость показал. В общем, мы уже вот подъезжаем, получается, к лагерю. А здесь село вот это Хуштада. Мы каждую пятницу, ну, на пятничный намаз туда ходили в мечеть. Не отсюда по дороге спускались, а там по лесу можно, короче, пройти. Вот так по лесу проходили, и вон там мечеть вот. А здесь уже сейчас к лагерю поднимемся. Там вот где-то арка, в общем. Оттуда мы начинали бегать. Туда пешком ходили всегда. Оттуда начинали бегать. И получается, там точка есть, до туда бегали. Ну, в те времена, вот 2007 по 2015-2016, каждый год, когда мы приезжали, Хабиб, самый первый всегда Хабиб прибегал. Не думал, наверное, ты, что сюда вернешься на X5 по этому повороту? 7, брат, 7. X7, да. Честно говоря, не думал. Тогда не думал, что все вот так все перевернется. Но наш тренер, Абумалат Магомедович, он всегда верил, да, в то, что он делает. И видишь, как все перевернулось. Да, он вот где вот этот столб, он там Абдулманап Магомедович садился вот на это место. Сейчас мы там остановимся. Вон эта арка, по которой я говорил. Оттуда мы начинали, туда пешком. Надо было по дороге спускаться. И вот здесь где-то, короче, Абдулманап останавливался, садился. Потому что здесь, видишь, обзор, чтобы никто не срезал ничего. И видишь, вот здесь дорога, вон там, через лес. И, ну, нам лень бывало вот отсюда по этим спускаться и так далее. Я помню, один раз мы, короче, отсюда пошли, через лес. Мы зашли туда уже, в лес. Зашли, срезали. Ну, благо... Плохая идея, я думаю, Плохая была, но он нас не отправил обратно бегать. Мы сказали, мы не слышали, короче, вот так. Вот здесь он всегда останавливался, вот здесь он кричал, короче, добавили, давайте. Все, сейчас поднимемся, вот это домик, в котором мы жили. Посмотрим там, короче, как обстановка. Оттуда, получается, он со мной вместе, короче, бегал. Мне тяжело было, я когда первый раз сюда приехал в 2007 году, я никогда в горы не бегал. И, ну, я останавливался, вот так тяжело мне было. И он со мной вместе начинал бегать, подбрадривал меня. Как бывает, рядом с тобой взрослый человек бежит, и ты хочешь, не хочешь, уже такой мотивируешься, да, если взрослый бежишь, почему тебе тоже, ну, ты тоже должен бежать. И вот так он меня, короче, подбадривал. И к концу сбора, я помню, я уже без остановки, короче, добегал.
Вот отсюда он со мной вместе, короче, ускорение делал. Именно вот здесь, короче, все это зарождалось. Все те чемпионы, которые сейчас, вы знаете, там, Ислам, Хабиб, Усман, Умар, все ребята, вот, вся, ну, ихняя база вот здесь, короче, начиналась. Мы вот это место копали где-то, наверное, 2-3 дня. Уже в глубину. А это, ну, вот это туалет тоже, Не, да? это не туалет, это душевые. Душ. О, окей. Мы, короче, копали ее 2-3 дня, короче. Уже мы там внутри. И один остановился, говорит, давайте нас спросим у тренера, говорит, что мы здесь копаем. Он говорит, здесь будет у нас искусственный холодильник, говорит. Ну, потом мы ее, короче, перебазировали в душевую. Здесь мы купались, там воду набирали. Там у нас этот был родничок. Там воду набирали, и вот здесь купались внутри. Переломали, испортили. Это все, получается, сюда шлакоблоки привозили. Вот это все мы сами построили. И этот домик тоже сами построили. Здесь вот эти вот стены из этих камней, видишь? Они здесь были, вот чуть стены, а остальное все, короче, мы сами построили. Не, здесь закрыто. Здесь у нас столовая была. Я не знаю, здесь какие-то доски порезали. Ну, сейчас посмотрим. Наверх можно. Тут нету где-нибудь под ковриком ключа? Вот это же я сейчас не знаю, А, где здесь ты ключ. Ну, так не откроется. Может, здесь ключ где-то есть? А, вот же здесь ключ А, стоит. вот. Хорош. Давай, Тагир, открывается, заходи, да? заходи ты как. Нет, она не открывается. Ну, а как не открывается? А, вот. Не, она не открывается. Не, ну а как он? А, вот сейчас открылась. О, yes! А расскажи, как это вообще получилось? То есть просто Абдулманап только говорит, все, вот в этом месте у меня есть Не, мы земля, раньше, да? не, раньше мы там жили, Да. в этом лагере. А. Ну, и получается, туда каждый год дети приезжали, и именно вот когда у нас сборы начиналось, не получалось, короче, нам там жить, там места не было. И Абдулманап решил, короче, давай вот здесь, короче, построим этот сами домик, и чтобы у нас своя база была, да, каждый год мы могли спокойно приезжать и никому не мешать. Вот. Вот эти столики до сих пор сохранились. Это вы тоже делали? Да, эти столы мы Получается, сами... вообще все, что здесь есть, по сути, твоими Да. руками в том Да, числе сделано. вот да? эти столики мы сами делали. Вот сюда садились, вот на вот эти вот, смотри, как скамеечка или что, вот это, на эти скамеечки садились, и вот здесь, короче, все завтракали, обедали, ужинали. Вот здесь кухня была, как кухня такая, печка и так далее было. Потом уже здесь, потому что места наверху не хватало, чтобы спать место было, вот здесь сделали. Кухню сюда перебазировали. Ну Там тут ни одна- отопления, ничего, да, вообще? Вообще было, не, только- ничего нет, ты же видишь, как холодно здесь. Там ключ надо найти от верха. Сейчас его как найти здесь? О, Потом закроем. у нас приключения настоящие сегодня, реально. Он, кажется, поломанный. Мне кажется, от него ключ, вот только он же не должен заходить. Вроде заходит, да. А вон, а кто-то есть, смотри, кто-то. Салам алейкум. وخان Хаб лохлгури. باتهدا ونهجي Тот уехал, говорит. Может, здесь ключи есть где-то его? Можете его порезать этой болгаркой? А? Он работает, интересно? Салам алейкум. Хаджи Мурат, салам алейкум. Вот сюда приехали, мы здесь кино снимаем. Я ученик Абдулманапа Магомедова. Наверху вот мы хотели подняться, этот домик, да, наверху, она закрыта, от нее ключа ничего нет здесь, да? Давай, Баркала, давай. Давай. Поломай, говорит, я Цепь, потом говорит. починю. Да. Тагир, я смотрю, ты загорелся, это уже я самому понял, как хочется. Видите, здесь молоток, видите, да? Хашвачуар, она кривится. Да, надо что-нибудь другое. Держи. Балается, квартал будто не лезет. Молоток, посмотри, есть там. На, держи. Валю, здесь еще одна дверь. Я надеюсь, она открыта здесь.
Та сторона, смотри, открыта. Здесь, получается, вот здесь мы спали. Здесь матрасы, короче, на пол стелили и спали. Ну, там, видишь, дверь, закрытая дверь есть, в том углу. Да. Тренер там спал, тренерская, короче. Ну, и я там завхоз, да, мы вместе, короче, вот в этом углу. Именно вот там, короче, они спали. Хабиб, там, ну, ребята, да. Марат, пойдем, скажи все. И вот так остальные, да. Вот эти вот железки, ты, наверное, видишь, их вот висят, ну, стоят вот такие железки. Это, короче, как сушилку мы использовали, чтобы вещи сушить. Да нет, там стекло, там елчина, мать. Ну ладно, Тагир, мы сделали все, что могли. Все, что могли, сделали. В общем, сегодня все с фонтана получилось. Мы вообще выехали в районный центр Акбали кофе попить. И... Если бы свет не отключили, мы бы даже не поехали никуда. Да. И решили подняться, да, сюда, в то место, где все, можно сказать, зарождалось. То место, где, так скажем, как-то ковалась сталь. Или Ковалась сталь, да. Там мы вот матрасы закидывали и на полу спали, да. И здесь проводили сборы 3-4 месяца. И сейчас люди видят, да, то, что мы там, например, у нас какие-то условия появились, мы там по всему миру ездим, там хорошие машины, там в отелях хорошо заселяемся. И люди думают, что у нас всю жизнь все так было. Нет, это было совсем по-другому. Вот в этих условиях мы выросли, и опять же повторюсь, наш тренер этим тем самым укреплял наш дух там, да, и нам сейчас сегодня вообще без разницы, где спать, главное, чтобы там было, да, где лечь, и все. Одеялом укрывались, холодно было. Сейчас вот эта молодежь, которая там, например, на базе, они, ну, я думаю, они здесь не смогли бы там даже неделю выдержать. Приезжали, много ребят сюда приезжало. Бывало там 3-4 дня они тут находились и не могли здесь выдерживать, потому что, ну, условия не позволяли. Вот я помню, один парень сюда приехал, он на такси подъехал сюда, таксисту сказал, не уезжай, поднялся, посмотрел, говорит, а где, говорит, душевая? Мы ему все показали, он так посмотрел, все, и он говорит, скажите тренеру, говорит, что я вообще не приезжал, сел с такси и уехал. В этом месте, именно здесь, вот я, как бы я завхозом тоже стал. Здесь жили, отсюда вот выходили, тренировались. Там наверху у нас, мы туда прибегали и там камнями качались. Именно здесь я поверил, что я могу, да, чего-то достичь в этом спорте. И много ребят там, Ислам, Хабиб, Умар, Усман, все ребята, да, именно отсюда начинали свой путь. Нарушители бывали здесь на сборах. Там кто-нибудь, ну, неправильно выразится, там матное слово скажет, или на этот опоздал, как его, на построение, на зарядку опоздал, на тренировку не пришел, да. Здесь света же не было. Мы откуда-то проводили свет. Потом Абдулманап, там этот есть, как это называется, станция, ну, генератор или что это там есть. И оттуда, чтобы свет провести, нужно было этот провести провод, столбы, короче, поставить. И Абдулманап здесь столбы он привез. Каждый нарушитель, короче, он говорил, ты сегодня будешь столб ставить. Копал целый день, яму копали, короче, и туда столб ставили. Эти вот душевые, там, санузлы. Здесь есть один, вон там внизу. Два, это тоже нарушители, короче, штрафники построили. Да, вот эти стены сами строили мы. Короче, к нам с нашего же зала парень один раз сюда на сборы приехал. И Абдулманап ему сказал, как его, давай сегодня, короче, кладку построим. И он начал поднимать эту стену. Я так посмотрел. Раз, ровно стоит. И тот парень, короче, он одну тренировку делал, а остальное время, короче, стены строил. Здесь у нас базировался спортивный городок, Антон. Турник у нас был, канат здесь был, груши, все было здесь, короче. Вот там тяжесть, штанга и так далее, здесь 17 снарядов. 55 и выше килограммов. Все стали по снарядам, каждый по одному. 30 секунд работаем, 30 отдыхаем. 30 работаем, вот эта система. Меня, можно сказать, никто не верил. Именно этот человек поверил в меня, и он делал все, да, чтобы я там добрался, чего-то добился, да, в этом спорте. Он очень сильно радовался моим победам и так эмоционально переживал, да, моим поражением. Наш тренер, покойный Абдулманап Магомедович, именно в этом месте он закалял наш дух. Давай.
Костя хорошо добавил. Всю мою карьеру, когда мне дают там любого соперника, я читаю комментарии и вижу, да, там, что в этом бою я должен проиграть. Вот. И это меня мотивирует, я захожу в зал и думаю, посмотрим, да, я докажу им, что я не просто так здесь нахожусь, что я могу выиграть любого бойца. Сейчас у меня есть соперник, и 21 июня я хочу доказать всему миру, на что я способен. Все, могу я идти? Конечно, Все, конечно. спасибо, давай. спасибо. Если хочешь, пойдем со мной чай попьем. Спасибо, ребята. Я пошел.